Всем привет! Это рубрика, в которой я вам рассказываю, что такого интересного я попробовала в прошлом месяце. Тут также все мои фавориты в еде и не только. Я, пожалуй, зайду с козырей и в самом начале расскажу вам о, пожалуй, самом вкусном продукте, который я вообще пробовала когда-либо в своей жизни. Когда я только приехала, я открыла для себя мир европейского и американского мороженого, который просто огромен, разнообразен, и, конечно, я начала все это пробовать. До этого я считала самым вкусным мороженым Ben Jerry. У них много вкусов, есть также даже мороженое без лактозы, и мне это нравилось. То есть особенно я любила вот это вот, знаете, куки-даф выковыривать, чего так просто не купишь в Европе, на Украине точно такого нигде не видела. Это такие, знаете, тесто для приготовления печенья, только сырое. Вот его я просто обожаю в этом мороженое. Еще там есть брауни. В общем, Ben Jerry мне казался вот самым потолком вкуса мороженого, который я когда-либо могла встретить. Но потом, однажды я попробовала мороженое Häagen-Dazs, вроде оно так называется, и я поняла, что вот их сам пломбир, то есть само основное мороженое, мне нравится куда больше, чем у Ben Jerry, и я готова просто съесть всю пачку за раз. Но знаете, это еще не конец, то есть не это мой фаворит. Я просто говорю, с какими мороженными я могу сравнить то, о чем я вам сейчас расскажу. Это итальянская фирма. Сначала я взяла у них простое мороженое пломбир, и оно мне показалось, знаете, не таким уже вкусным, а вот просто обычным, хорошим мороженым. Но потом я решила попробовать у них другой вкус, и по ошибке взяла сорбет, а не мороженое. Сорбет с сицилийскими лимонами. Я даже вот не знаю, как сейчас передать вам словами, насколько там крутой вкус. Я не помню, чтобы что-то из еды вызывало у меня настолько много удовольствия, как вот этот вот сорбет. Для меня пока это пик идеального продукта. Оно настолько идеально сбалансировало все вкусы в себе, настолько нежное, что вот если вот взять что-либо сладкое, то просто ничто рядом с ним не стояло по качеству вкуса. Это было просто божественно. Вот слово «божественно» придумали для того, чтобы описать это мороженое. Итальянское мороженое, да. Я, как и сыров, мороженого попробовала в жизни довольно-таки много, так что у меня есть с чем сравнить. Это не то, чтобы я ела какой-то пломбир самый дешевый всю жизнь, а потом попробовала что-то хорошее. Нет, я ела хорошее мороженое, известное, пробовала домашнее мороженое в разных странах. И это вот лимонное мороженое, это действительно уровень. Я придумала, давайте в следующем месяце я куплю тоже у них какой-то сорбет и его попробую. А то почему я остановилась только на одном? В этом месяце было довольно-таки много сладкого, потому что наконец-то я начала есть сахар, поэтому ждите еще сладостей. Следующий продукт я первый раз попробовала довольно-таки давно. Когда-то брат из Чехии привез попкорн в карамели. Насчет попкорна я довольно-таки толерантна. Я могу есть сладкий, могу есть с беконом, соленый, с карамелью и даже это все, если перемешать. Но вот попкорн толстой карамели мне очень понравился чисто как сладость и, пожалуй, больше даже тот, который когда-то привозил брат, чем тот, что я купила в этом месяце. Потому что хоть он и фирменный, должен быть вкусным, как мне казалось, но был слишком сладким. Кстати, там были еще и кренделечки в карамели. О них чуть позже. Сейчас как фаворит у меня именно продукт попкорн в карамели, а не именно эта фирма. Вот именно он как сладость достоин внимания того, чтобы его попробовать. Когда, собственно, все закрылось и летать люди стали очень редко, то я оказалась отделена от своего любимого шоколада Годива. Если вы никогда не пробовали, попробуйте. У меня его не продают, я даже не знаю, в какой стране его можно купить, скорее всего, где-нибудь во Франции, куда дорога закрыта. Но я его частенько так покупала в аэропорту киевском, потому что в варшавском Шопена его не продают. Когда я последний раз летела, я смогла купить только Pearls, потому что часть duty-free магазинов, она позакрывалась, и мне было сложно его найти. Поэтому, собственно, из-за того, что произошло, вместо того, чтобы ныть о том, где мой любимый шоколад, я стала искать ему замену. Да, вот так быстро. На что же я его применяла? Я попробовала шоколад Аэро. Это такой шоколад, знаете, когда-то в моем детстве была реклама о том, что эти пупырышки лопаются у тебя во рту, и ты получаешь наслаждение. Так вот, нет, не особо они лопаются, и этот, хоть и необычный шоколад, который я попробовала, мне не
так понравился. Попробовала обычный шоколад, и знаете, он обычный. А все это время я пыталась найти, знаете, не просто сахар со вкусом шоколада, а просто шоколад. И у меня получилось найти белый шоколад, который мне очень понравился. Во-первых, я люблю белый шоколад. Там, опять же, были кренделечки. Поэтому это всегда дополнительные баллы дает в рейтинге. Это был шоколад Hershey's. И в целом я поняла, что вот вкус именно их шоколада, даже обычного, просто молочного, мне довольно-таки нравится больше любого такого, знаете, который продается в масс-маркете обычно. Но вот знаете, у Hershey's еще есть такие маленькие kisses, они называются. Собственно, с них началась моя вообще любовь к этому шоколаду. Я долго к ним подводила, потому что сейчас для меня это очень тяжелая тема. Я была в нескольких магазинах, где обычно продают кренделя, но их не было. И их нет уже довольно-таки давно. И меня очень сильно пугает мысль, что если за вот это вот время карантина, когда очень многие магазины обанкротились и позакрывались, также обанкротился крендельный бизнес. Я вам неоднократно говорила, как я люблю это крендельное тесто, и теперь я не представляю, что я буду делать, как я буду жить, куда мне переехать, если тут не будет больше кренделей. Я хотела купить один, чтобы вам показать, рассказать в фаворитах, что вот я обожаю кренделя, но я их просто не нашла. Благо, это не единственный обожаемый мной хлебобулочный продукт. Есть еще пумперникель. Если вы давно смотрите мои ролики, вы явно с ним сталкивались уже. Это такой немецкий ржаной хлеб, который сделан на закваске. И вот он на вкус просто великолепен. Я мало чего знала об этом хлебе, поэтому решила посмотреть в интернете и нашла интересный факт, что раньше его очень ценили, потому что он хорош для пищеварения и отлично помогает справляться с запорами. Отлично! Вот сам по себе он имеет довольно-таки интересный, глубокий вкус, но если вдруг вы фанат поесть хлеб с маслом, то эти два продукта отлично сочетаются. Я имею в виду сливочное. Я решила попробовать веганский сыр. Я не знаю, зачем я вдруг подумала это сделать. Сказать, что это было похоже по вкусу на сыр. Нет, не было. Куплю ли я когда-либо еще что-то веганское? Я очень сильно сомневаюсь. Я так подумала и купила веганские карамельки. Ладно, на самом деле я была не в курсе, что они веганские. Я поняла только, когда уже принесла их домой. А я-то думала, что, они так дорого стоят? У них довольно-таки противный вкус, как практически у всей веганской еды. Я не знаю, противен он для людей, которые не веганы, или он противен также и для веганов. Но эти карамельки были дорогими, и я в следующий раз не то чтобы буду думать, прежде чем что-то веганское покупать, я буду читать упаковку, причем очень внимательно, на тот случай, если какой-то продукт может оказаться веганским. А все так хорошо начиналось. В плане, эта упаковочка была очень красивая, и я подумала, что это просто крафтовые ириски. Чай, как и сыр, в моем сердце занимают отдельное место, и оно будет всегда им там отведено. В этот раз я решила купить энергетик от Monster. Я просто взяла первый попавшийся, а он оказался чаем. Как вы думаете? Я ни капли не расстроилась, я была полностью удовлетворена этим. Чай в банке из-под энергетика. Сказать, что он был мега вкусным или что-то такое, но нет, это был сладкий чай. Кстати, вы знали, что они делают кофе, еще много там других напитков? Если вам интересно, чтобы я попробовала разные напитки в упаковке от энергетика, то напишите об этом в комментарии. Это для меня была новость. Я не была в курсе, что они что-то такое производят. Я не очень люблю сюрпризы, но жизнь любит мне их подкидывать. Похожая история у меня была еще с таким напитком, как камбуча. Мне нравится на вкус камбуча. Она, опять же, довольно-таки дорого тут стоит, потому что ее можно купить только в магазине, каком-то специализированном, где есть там продукция из разных стран. Когда я первый раз покупала камбучу, я была не в курсе, что это, просто чайный гриб. Что это вот тот чайный гриб, который, когда я была маленькая, мне мама показывала в банке и говорила: смотри, хочешь попробовать? А я бежала с истерикой в комнату и пряталась под стол, чтобы меня больше никогда не нашли и это не предложили. Сейчас я добровольно отдаю за это деньги. И мне вот знаете, что интересно? Действительно ли камбуча имеет такой же вкус, как чайный гриб? Потому что чайный гриб я в своей жизни так никогда и не попробовала. Если, ребят, у кого-то есть чайный гриб, то я иду к вам. И все, это конец. Можете выключать. Нет, стойте, посмотрите вот это видео или вот это видео. И переходите на мой сайт.